Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кристина, и в этом видео я бы хотела поделиться с вами одной из очень важных тем, которые меня беспокоят в последние месяцы. И эта тема связана с тем, что я постоянно не чувствую того, что я куда-то двигаюсь. Мне кажется, что я сижу на месте, что у меня 55 недоделанных дел, а я уже берусь за какие-то новые проекты, мне уже хочется что-то делать новое. То, что я даже выполняя какие-то маленькие задачки, мне все равно кажется, что это просто какая-то капля в океане, и что мне нужно больше, мне надо больше работать, мне надо что еще чуть-чуть я прочувствую, что я действительно молодец, и что я умница и заслуживаю похвалы. То есть, я думаю, что многие из вас узнают это чувство. Если нет, то это очень замечательно, я за вас безумно рада. Но уже наверное, 7 месяцев я никак из-за этого не могу взяться нормально за дела и постоянно прокрастинирую. Я не верю в себя, я считаю, что даже если я это сделаю, то это никак не скажется на моем прогрессе. Не знаю, очень много каких-то ужасных установок, и сегодня я хочу предложить вам пару решений, к которым я пришла. Пожалуйста, 3 моих способа, надеюсь, что вам понадобятся и понравятся, и будут полезными. Первую вещь, которую я внедрила в свою повседневную жизнь, это сразу пришла мысль, я начинаю ее делать. Это очень такая интересная привычка. Раньше я любила, вот у меня есть идея, я ее куда-то запишу, и все, и этот листочек с идеей я забуду. Поначалу это кажется очень стрёмным и очень таким сложным, что вот сейчас мне надо садиться, надо все это реализовывать. У меня и так энергия ушла на то, чтобы к этой идее прийти, а сейчас надо еще это все реализовывать, делать. Но как только ты начинаешь, как только ты садишься, даже у меня, например, это было видео, я просто взяла камеру, я просто немножко накрасилась, и все, и вот я снимаю видео, и процесс пошел, и я не чувствую того, что мне как-то сложно, мне как-то плохо. Главное начать, и опять-таки, если вы не знаете, если вы вот прямо в эту секунду не можете, то дайте себе 48 часов. Я вас уверяю, это будет здорово, и у вас все получится. Второй способ — это научиться себя хвалить и научиться замечать свои достижения, даже самые-самые маленькие. Поскольку я визуальный человек, мне важно видеть. Мне нужно постоянно держать перед глазами то, чего я достигла, то, к чему я пришла, и я решила сделать большой-большой борд со всеми фотографиями, какими-то, возможно, сообщениями, либо письмами, которые для меня были важны. Такие как маленькие-маленькие достижения. Я сначала собрала все на компьютере, какие-то фотографии, какие-то надписи, потом пошла распечатала их в университете, либо в продуктовом магазине в таких специальных машинках, где ты можешь печатать фотографии, и поместила их на борд, чтобы каждый раз смотреть на эту доску, чтобы напоминать себе, какой путь был у меня пройден, и что все, что я делаю сейчас, это лишь дополнение к этому пути, которое делает мою жизнь интересной, и что я работаю сейчас не ради какого-то просто результата, а ради процесса, ради удовольствия, ради наслаждения, и чтобы потом повесить свое новое достижение на доску. Третий очень важный пункт — это научиться отдыхать. У меня была ситуация, как раз-таки Новый год, когда был, это в этом году, у меня случилась такая ситуация, что я рассказывала в своем прошлом видео, мне не нравилось жить в Германии, я начала сопротивляться, и в итоге, вместо того, чтобы просто учиться и работать, я начала еще учиться, работать, искать университеты, поступать в университеты, писать очень много всего, плюс еще вести свой канал. И у меня случилось ужасное выгорание, и полгода я ничего не снимала, я не могла нормально ни работать, ни учиться, и просто у меня было такое немножко состояние овоща. Поэтому сейчас я понимаю, что для меня очень важен отдых. И отдых — это не просто то, что я бездействую, и, у меня столько дел, а я сижу бездельничаю. Нет, отдых — это то, что помогает вам как раз-таки работать продуктивнее, работать дольше и без каких-то таких резких скачков, которые потом могут закончиться не очень хорошо.
Я отдыхаю, стараюсь отдыхать вообще 3 дня в неделю. То есть у меня понедельник самый такой насыщенный день, потом вторник я немножко позволяю себе отдохнуть, разгрузиться. Потом среда, у меня день, когда я стараюсь убирать комнату, генеральную уборку устраивать, какие-то такие тоже работаю, учусь. В четверг я уже работаю на среднем. И в пятницу у меня стоит всегда задача закрыть все свои задачи за неделю, за пятницу. И потом у меня выходные, где я просто расслабляюсь, делаю масочки и что-то еще такое. Плюс, если у меня не получается, если у меня какая-то напряженная неделя, например, то я встаю как можно раньше, в 6-7 утра, и уделяю себе 2 часа. Только себе. Медитации, всякие книжечки, йога, свечки. Плюс сейчас еще темно утром, поэтому вообще отличная атмосфера. И вот таким образом я настраиваю себя на день, живу за собой, и потом уже начинаю приступать к работе. Любой отдых, который у вас может быть, вы можете использовать как разгрузку для своего организма, для себя, но помните, что в вашем расписании обязательно должно быть место не только для ваших задач, но и для отдыха. И тогда все будет ок. И еще небольшой пункт, который я бы хотела добавить к вот этому всему состоянию того, что я ничего не делаю, я не двигаюсь, просто перестать уделять огромное значение каким-то вашим задачам. То есть у меня, например, когда я собиралась снимать видео для YouTube-канала, конечно, я думала, что, о боже мой, я буду каким-то известным блогером, мне нужно снимать это хорошо, или мне нужно снимать еще лучше, а вдруг людям не понравится, а вдруг я там слово неправильно скажу, и все меня захейтят. То есть, понимаете, с вот этими установками, когда я считаю, что все, YouTube это просто какая-то вселенная, которую мне не познать и не достичь, то, конечно, это все нагружает меня. Я кажусь вот такой вот маленькой на фоне всей этой вселенной. И мне не хочется никуда двигаться, и мне кажется, что вот я такая маленькая, а есть люди, которые там всего добились, и я ничего не делаю. Надо научиться просто с пофигизмом ко всему относиться, к любым вашим целям, не считать их каким-то божеством, не считать их, что... Не думать, что если вы их не добьетесь или не достигнете, что это будет провал всей вашей жизни, просто воспринимайте все как небольшой эксперимент, и тогда с вот этим более легким подходом, да, что вот я попробую, получится, не получится, неважно, я сейчас снимаю канал и не хочу быть популярной, мне просто хочется делиться, мне нравится снимать видео, я хочу связать с этим свою жизнь. Все, это убирает у меня огромный пласт вот этой нагрузки, вот этого вот ожидания большого. Все, я просто делаю, потому что мне нравится, потому что почему бы и нет. Вот и все, мои хорошие. Я не старалась как-то нагружать информацией в этом видео. Мне хотелось просто дать 3 таких важных шага, чтобы, во-первых, вы просто начинали делать с небольших шажков, пришла мысль, пытайтесь ее реализовывать или хотя бы начинать реализовывать в течение 48 часов, потом обязательно себя хвалите, помните, какие вы замечательные, какие вы талантливые, умнички, обязательно все ваши достижения, какие-то классные успехи, даже самые маленькие, даже что-то, не знаю, встали в 6 утра, и это прекрасно, это прекрасно. Обязательно запишите это себе, либо распечатайте, повесьте на доску, потому что вы действительно молодцы, и вы заслуживаете того, чтобы себя хвалить каждый день. И 3-й пункт — это не забывать про отдых. Работа — это хорошо. Когда вы работаете, стараетесь, это замечательно, но не забывайте про себя любимых, и что ваша работа не будет такой продуктивной, если вы не будете уделять время себе и отдыху. Вот. Ну и последний, да, пункт, который я еще добавила, это то, что старайтесь не придавать большое значение всем вашим задачам. Вот и все. Я вас очень сильно люблю. Целую, прекрасной продуктивной недели. Любите себя, хвалите себя. И пока-пока. Тын-тырын, а у меня там небо. Небо.